Второй вопрос. Если кашель сильный у грудничка 5 месяцев, при какой температуре можно гулять? А если ветер, дождь, если что-то, когда гулять с сильным кашлем, у малыша не стоит? Поставили ларинготрахеид. Смотрите, единственное, когда я могла бы вам запретить не гулять, то есть не идти на прогулку, а, допустим, остаться на балконе поспать, да, почему бы нет? Пятимесячный ребенок еще прекрасно спит в коляске. Поэтому весь дневной сон вы можете проводить на свежем воздухе, в коляске, на балконе или на веранде, если у вас есть дом. Если же погода с сильно минусовыми температурами и с ветром, то, конечно же, лучше остаться дома. Но если температура до 10-12 градусов, пожалуйста, отправляйтесь на прогулку, и пусть ребенок прокашливает все это на прогулке. Желательно, чтобы ребенок в это время не спал, а активно двигался, ну, то есть был там на руках, в коляске, да, чтобы у него была возможность прокашляться. В положении лежа сделать это практически невозможно, поэтому лучше, если он будет у вас на руках. Также от Оксаны вопрос. Если ребенок просит мороженое, когда еще кашляет, недавно болела горлом, в таком случае нельзя или можно? Можно. По чайной ложке 3 раза в день. Когда ребенок заболевает, я разрешаю жить обычной нормальной жизнью, также продолжаем кушать все из холодильника, пить холодную воду и кушать мороженое. Ничего не произойдет, если вы не будете над этим труситься и не говорить ребенку о том, что съешь мороженое и ты заболеешь. Или там акцентировать внимание о том, что мороженое очень связано с болезнью, да? То есть мороженое – это лекарство. Воспринимайте это как вот самое сладкое, вкусное лекарство. Вопрос. Здравствуйте, Юлия. В своих лекциях вы часто упоминаете кашель и сопли, как быть с больным горлом. Никак не быть с больным горлом. Единственное, что вас может насторожить, больное горло, да, это горло с белым налетом. Или сильно рыхлое горло с высокой температурой. И больше ничего, то есть горло и температура. То есть мы должны максимально исключить ангину. Если ангины нет, то ничего особенного делать не нужно. То есть вы продолжаете жить обычной жизнью, идете выгуливать сопли, горло и так далее. В период ремиссии обязательно кушать мороженое как можно чаще, вот 3 раза в день, по чайной ложке, по столовой ложке, потом по стакану мороженого, да, то есть вы прям приучаете ваше больное горло, часто болеющее горло, приучаете к холодным температурам, и тогда ваше горло перестанет в принципе болеть. И если будет болеть, то значительно реже и значительно легче. Вот. Также можно гулять и купать. Да, можно и гулять, и купать, то есть вести обычный образ жизни, исключая высокую температуру и низкие температуры за бортом. По себе знаю, что на улице зимой с больным горлом некомфортно, и к тому же нельзя открывать рот. Если нос не дышит, то приходится открывать. И не рекомендуется разговаривать. Маленькому ребенку объяснить сложно. Вы знаете, я на улице не запрещаю ребенку разговаривать, не запрещаю ребенку, не одеваю никогда шарфик. Почему? Потому что шарфик является рассадником инфекции. С вашего больного горла налетит эта инфекция, и завтра он опять ее будет вдыхать. Поэтому ни в коем случае не надо на улице закрывать шарфиком и бояться, что там ребенок откроет рот. А почему? Потому что наша матушка природа позаботилась о том, чтобы в ротовой и полости, и в носовой полости создало большое количество кровеносных сосудов. И вот как раз на миндалинах этих сосудов очень-очень много. И воздух при заглатывании через нос или через рот согревается. Безусловно, когда носик не дышит, то ваша задача его очистить. И желательно дышать через нос, а не через рот. Даже при соплях необходимо, я всегда отслеживаю, если ребенок начинает дышать ртом, значит, у него полный нос соплей, значит, нужно в руки ему вручить салфетку, и чтобы он высморкался.
При этом сморкаться, вы помните, нужно в одноразовые салфетки, либо в туалетную бумагу, чтобы у ребенка был именно одноразовая бумажная салфетка, чтобы не разносить инфекцию, которая остается на обычных носовых платочках. Так, надеюсь, ответила на ваш вопрос. То есть ваша задача исключить ангину. Если ангина, что такое ангина? Это бактериальная инфекция на миндалинах, вот как раз горло, которое вы видите. Поэтому ваша задача заглянуть в рот и увидеть там красное горло, значит, живем обычной жизнью. Если же вы увидели белый налет, то обязательно необходимо обратиться к лор-врачу или к педиатру за помощью антибактериальной терапии. Также, так сказать, когда вас может насторожить, это высокая температура и больше ничего. Нет насморка, нет кашля, только вот высокая температура и больше ничего. Ваша задача в первую очередь заглянуть в рот и посмотреть на миндалины и обратиться к доктору за помощью. Наталья задает вопрос. 2 года, 4 месяца и 6 месяцев. 2,4 и 6. Угу. Деткам кашель, тема кашля. Как только мой старший сын простывает, у него начинается сильный влажный кашель, который долго не проходит, ночью прямо закашливается, может кашлять минут 15 без перерыва. Слышно, что у него мокрота отходит, а он ее катает туда-сюда. Спасаемся ингаляциями с бирудуалом, лазурваном. А бывает, что простуды нет, а ночью по утрам кашляет. Днем ничего, а ночью слышно, как он как будто глотает что-то. Аллергии нет. Что же делать? Во-первых, Наташенька, я рекомендую при кашле ложиться на более возвышенную поверхность. Что значит более возвышенная поверхность? Большая подушка, где ребенок будет не лежать, а в полусидя, да? То есть с открытыми плечами, то есть раскрытая грудная клеточка. И ребенок в положении не лежа, а полусидя сможет откашливать значительно легче. Раз. Второе, вам необходимо делать массаж во время кашля, массаж при бронхитах. Не знаю, давала ли вам эту тему или не давала. Если не давала, то обязательно вышлю. Угу. Аж сама задумалась. Массаж при бронхите. Нет, это я в другом курсе давала. Обязательно вам вышлю. И... собственно говоря, все, то, что я могу вам порекомендовать. Также я могу, все остальное, то, что я уже говорила, это очистить воздух в помещении, чтобы был влажный, прохладный, чтобы дышали детки прохладным, влажным воздухом, чаще менять постельное белье и чаще делать влажную уборку, чтобы постоянно работал увлажнитель и другими методами еще увлажнять воздух, чтобы мокрота могла легче отходить. Больше гулять на свежем воздухе, и когда ребенок на свежем воздухе, прям помогать ему, подсказывать, давай покашляем, давай выкашляем всю мокроту, и тебе станет легче. Поэтому больше на прогулках, и тогда ребенок быстрее будет выкашливать.